Всем привет! Передо мной крышка багажника. Я начал собирать крышку багажника. Скажу несколько особенностей сборки, в том числе установки амортизаторов. Это видео будет полезно тем людям, кто хочет заменить амортизаторы в задней крышке багажника, чтобы она не падала. К примеру, я вам сейчас покажу, у меня задняя крышка багажника висит сейчас на 3 амортизаторах. По факту сама крышка багажника на 2 амортизаторах висит. Третья у меня амортизатор это стекла. Один я не стал ставить, чтобы вам показать, что и как делается правильно. Для начала вам покажу вот эту вот правую сторону. У меня здесь уже накладка стоит. В сборе это выглядит вот так вот правильно. Кто будет менять проводку, коса проводов заходит вот сюда. С другой стороны я вам сейчас покажу. Сам амортизатор стекла. Вот он висит. Номера я дам в оригинале, как они идут, и тот комплект, который вы у меня увидите, он более надежный. Те номера я тоже дам. Смотрите, здесь у меня сейчас лежит одна накладка багажника, и посмотрите тот момент, что здесь раньше были такие прокладки, то есть по факту они впитывали воду, крышка начинала ржаветь и так далее. То есть вот эта вот зона вся была постоянно влажная. Сейчас их нету, и я не планирую их больше устанавливать. Сейчас я вам покажу с другой стороны. С другой стороны крышка багажника у меня выглядит вот так вот. Здесь у меня провода намазаны герметиком, обмотана родной изолентой, и поверх нее я еще раз прошелся герметиком. Поэтому мы имеем вот такой вот цвет. Ну и все это сидит, собрано как по заводу идет. Дальше смотрите, у меня с двух сторон вот здесь вот замазано герметиком. Вот это вот место переходное резинки, так как изначально по заводу вот это вот место уходит туда внутрь корпуса. То есть получается, что по проводам и по этим накладкам вода сюда попадает, и когда вы поднимаете крышку багажника, вы скорее всего обращали, что вот здесь и с противоположной стороны капает вода, то есть салон. Причина это вот это вот. Здесь, так сказать, сборник воды. Здесь более детально я вам показываю, как должен идти правильно провод. То есть смотрите, он заходит вот сюда вот. Теперь я не собирал, чтобы вам это показать. Показываю, как должны быть правильно установлены амортизаторы. Не как они идут с завода. Я вам сейчас покажу, как они идут с завода. Чтобы было понимание данного вопроса. Здесь у меня стоит один уже амортизатор, и с завода они вот так вот стоят. То есть получается, вот эти вот направляющие амортизаторов, они все смотрят туда вот вниз. Но необходимо будет устанавливать вот так вот, то есть наоборот. Зачем это делается? Объясню. Вот этот тут провод начинает перекусывать. Вы можете посмотреть видео, скину я его в подсказке, будет в конце ролика. Вот эти провода
А с другой стороны их еще больше, их начинает перекусывать. То есть вы видите, у меня провод вот этот вот лежит уже на амортизаторе. То есть вот это вот правильная установка амортизаторов и самих вот проводов. Аналогично я только что поставил другую сторону. То есть выглядит это вот таким вот образом. Здесь провод теперь лежит на амортизаторе, и вот эта вот часть его не будет его перекусывать. Также зеркально с противоположной стороны. Передо мной две заглушки вот этих вот стоек амортизаторов. Смотрите, перед тем как их ставить, вам необходимо будет снять весь старый герметик и нанести новый. Сами накладки они идут на и проклеиваются на незатвердевающем герметике. Я нанес новый герметик по всему контуру двух заглушек. Выглядит это вот таким вот образом. Сам герметик достаточно сложно найти. Я вам могу порекомендовать только вот этот номер для заказа его. Вот он здесь. И после этого, как вы намажете вот этим вот носиком, руками ничего делать не надо, носиком намаживаете по контуру. И после того, соответственно, уже продолжаете всю сборку. Но скажу пару слов по мерам безопасности. К примеру, если у вас стоит оригинальный амортизатор, его можно узнать по пружине. Вы увидите, что здесь такая будет пружина по всему контуру амортизатора. Это значит, что у вас стоит оригинальный или типа того, может быть, аналог какой-нибудь стоять. А у них проблема: трескается пружина, и вот эта вот крышка перестает держать. Смотрите, что дальше происходит. К примеру, если вы снимете один амортизатор стекла, вот эта вот крышка со всего маха ударит вниз, сюда вот. То есть, если у вас здесь ноги, руки и так далее, и вы не подставили упор под крышку амортизатора, крышка достаточно тяжелая, опасайтесь замка. Если попадете под замок, в лучшем случае отделаетесь ушибом. Правильно в сборе, уже все собрано, осталось только накладки салона поставить. То есть с правой стороны это выглядит вот так вот по ходу движения. И все правильно собранные крепления, разъемы, чтобы вам можно было от чего-то отталкиваться, если вы вздумаете все поменять. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!